Две руки жизни протягивались над ней каждый день в темном, пахнущем пылью коридоре приюта. Стуки по клеткам, нервы посетителей, звонок колокольчика и тихий шорох мисок, когда волонтеры раскладывали еду. Дворняжка по имени Люся знала этот запах наизусть. Ее шерсть была неоднородной, как и судьба. Темно-рыжий цвет, уши, которые слушают все внимание, белые лапки и грудь, словно белые пятна на старой карте. Однако глаза Ечепя карие, глубокие, часто рефлектинг надежду и усталость. Ее внешность отличалась от других собак. Грациозность в каждом движении, но вместе с тем умение оставаться незаметной. Она родилась именно здесь и не знала другой жизни. Утро в приюте приносило новые лица и новые слова, которые повторяли посетители. «Овчарку покажите, хаски есть, ребенку очень нужен голубоглазый». Слова летели, как мотыги по грядке, и люди уходили, забирая одну за другой собак. Люся знала все фразы и жесты, и тогда в ее глазах появлялась та самая тихая покорность, которая может быть и достоинством, и клеймом. Она не лезла на руки к гостям, не бурлила излишней энергией. Ей было достаточно того, что кто-то смотрит ей в глаза и видит не дворняжку, а частицу тепла, которая может стать своим домом. Однажды к клетке подошла семья. Отец, мама и маленькая девочка. Волонтер Марина рассказывала им о каждой собаке, и Люся, словно по инерции, приняла роль бывшей гавкальницы, которой достаточно тепла взгляда. Марина называла Люсю ласковой и умной, и отец начал спрашивать о породе. Мама же закатила глаза. «Дворняжка, никакой официальности, нам нужен паспорт, родословная». В этот миг Люсе захотелось повернуть голову и уйти в сторону, спрятаться, как будто кто-то поймал ее взгляд и не отпускает. Но она держалась. Она знала, что не исчезнет, если будет достаточно терпения и молчаливой преданности. Разочарование в тот вечер витало в воздухе. Люся смотрела, как другие собаки уходят, как их уводят за ворота, как сменяется свет в коридоре. Ей сделали одну из любимых вещей, позволили погрызть кость, и она с удовольствием утерлась носом об холодный металл миски, будто это был последний шанс на легкую жизнь. Но вечер и ночь шептали ей о другой судьбе, о том, что могло случиться, если кто-то увидит в ней не просто дворняжку, а того, кто готов стать для человека чем-то большим. Вечер приносил новую волну ожидания. Шаги за дверью стали медленными. Легким эхом повторялись у входа шаги. И вдруг дверь распахнулась не широко, а так, как открывается тайна, которую никто не готов узнать. Мужчина в темном плаще остановился у ее вольера и долго смотрел на нее. В его взгляде не было поверхностной оценки. Он видел Люсю такой, какая она есть, вялую, тихую, но с искрой решимости в глазах. Возможно, он видел то же, что и она, не дворняжку, а личность, которую нужно услышать. «Вот это! Она та, кого я искал», — произнес он наконец, и Марина сделала шаг назад, ошарашенная. Люся не сразу поверила, что это могло произойти. Сердце ее отбилось 5 ударов и снова стало ровно, потому что эта трещина ожидания вдруг нашла свое место в голове. Кто-то именно выбрал ее. Но первые секунды были осторожны. Она остановилась, не рванулась к человеку, не слетела на пол и не начала тянуть к нему поводок. Ее инстинкты говорили: дави на тормоза, не пугай человека чрезмерной радостью, и она последовала за собой. Марина смотрела на то, что происходило, с удивлением.
Обычно выбор длится долго. Хозяин внимательно оценивает каждую собаку, проверяет паспортность и родословную, улыбается или хмурится, присматривается к характеру и поведению. А здесь мгновение, и мужчина вызывает клетку в сторону, но не за поводком, просто тихо просит открыть. Открыть дверь. Люся ощутила запах перемены еще до того, как ее обняло новое чувство. Не страх, не тревога, а воздух, в котором она может дышать. Андрею было важно не то, чем она является на паспорт, а тем, что она может быть рядом с ним. Это было нечто неуловимое, и именно оно стало ключом к их будущей связи. Она ощутила дрожь счастья, но удержалась. Хоть она и не знала, что будет дальше, она почувствовала, как дыхание Андрея становится ее дыханием, как его голос, ее якорем. Марина пораженно смотрела, как Андрей выбирает именно Люсю, и как он, не оборачиваясь к другим, подходит к клетке, чтобы потянуть за ручку и выпустить ее на свободу. Люся почувствовала запах новой кожи, запах дороги и запах человека, который стал для нее домом. Андрею было важно перейти к действию. Он застегнул новый ошейник на шее Люси, и эта металлическая вещь, которая когда-то была символом ограничений, вдруг стала символом перехода. Первая поездка на машине была как полет и как неизвестная тропа. Люся, впервые попавшая в автомобиль, чувствовала вибрацию двигателя и звук вентилятора, который гудел в такт ее жизни. Она не знала, куда ее везут, однако каждый поворот дороги добавлял уверенности. Андрей тихо говорил ей, что теперь она дома, что дом — это то место, где пахнет чистотой, теплом и защитой. Они ехали по городу, и под конец дороги появлялся дом. Светлый, скромный, с голубой краской на стенах. И в доме пахло свежестью и новым началом. Теперь Люся знала свой уголок в доме. Ее место рядом с мисками и лежанкой, место, где она могла наблюдать, как Андрей возвращается домой после дня, полного звуков улиц и шагов по ступенькам. В первые дни она была осторожной, боялась сделать что-то не так. Но Андрей, осторожный и терпеливый, не кричал и не требовал. Он просто находил каждый раз правильный способ показать ей, что она важна. Он кормил ее, выгуливал, чистил уши, расчесывал шерсть. Однажды вечером Люся затаилась у его ног, и он начал чесать ей за ухом. В тот момент ее сердце окрепло, она почувствовала, что может довериться этому человеку полностью. Утром их день начинался по расписанию, словно они жили в маленькой, но полностью управляемой системе. Бежал воздух. Они выходили на пробежку. Люся мчалась рядом с Андреем, в ее глазах была смесь радости и ответственности. После пробежки, завтрак, пауза, и Андрей уходил на работу. Люся провожала его до двери и возвращалась на свою лежанку, ожидая возвращения. Она знала звуки дома, тиканье часов, скрип половиц, свист ветра за окном. Но самым важным звуком был гул мотора, предвещавший возвращение человека. Она всегда была у двери заранее, даже до того момента, когда Андрей вставлял ключ в замок. Изменения в Андрее не заставили себя ждать. Соседи, заметившие, что мужчина стал более открытым и дружелюбным, стали говорить, что у него появился компаньон. И будто оттаял. Зинаида Петровна, соседка, говорила во время вечерних прогулок, что Андрей стал другим человеком, как будто в нем проснулся кто-то, кого он давно прятал. Это было удивительно. Дворняжка, которая стала не только собакой, но и мостом к жизни, к миру, который до этого казался ему недоступным.
Иногда к ним в гости приходил Максим, бывший военный и ныне кинолог полиции. Люся обнюхала его брюки и позволила погладить себя. Максим восклицал благодарно за крепкий костяк и хорошую шерсть. Его визит стал не просто очередной встречей, а напоминанием о том, что мир может быть сложнее, чем кажется, и что у Люси есть шанс быть важной в чужой жизни. Но самым важным стал новый стержень. Не просто дружба, а настоящая вера в то, что кто-то увидит в ней больше, чем в обычной дворняжке. Вечера у Андрея и Люси стали временем тишины, где на столе ложилась книга, а в углу тихо горел экран телевизора. Они любили вечерние рутины. Ужин, новости, книги, а дом наполнялся их совместной тишиной. Люсю это устраивало. Она чувствовала, что этот мир — ее место. Но одна ночь изменила все. Ночью раздался скрежет у задней двери. Люся проснулась мгновенно и поднялась на лапы, как будто охотничья птица заметила добычу. Она услышала шаги грабителей. Двое мужчин в темной одежде и масках вошли в дом. Андрей повел себя как человек, который знает, что делать, но в первую очередь он поклялся защитить Люсю. Он приказал ей отступить, но Люся не подчинилась. В ее сердце не было страха перед угрозой. Она видела здесь не просто опасность, а человека, которого нужно защитить. Она рванулась к одному из нападавших, вцепилась зубами в ногу, и боль заставила обезумевших грабителей пасовать. Андрей в этот момент тоже не остался бездействовать. Он стал на кромке между прошлым и будущим и в порыве ярости отбросил второго нападающего, крича им о полиции и призывая к помощи. Но Люся была неумолима. Она не упала духом. Она атаковала второго грабителя, пока Андрей подавал сигнал полиции. Их последняя битва закончилась тем, что грабители были задержаны, а дом важной ночью — местом его смятения и решительности. В тот момент Люся почувствовала, что мир меняется. Нет, не мир. Она сама становилась тем самым примером мужества, которое она всегда искала в других. Но счастье было недолгим. Внутри нее началась внутренняя травма. В больницу она попала из-за внутреннего кровотечения и повреждений селезенки. Андрей искал помощь как мог. Сначала не мог найти круглосуточную клинику. Максиму, своему другу-кинологу, пришлось включиться. Он предложил привезти Люсю к себе домой, где есть оборудование для оказания первой помощи и ближайшая клиника с нужными устройствами. У них был план спасти Люсю до утра. И до утра было еще 4 часа до открытия клиник. В дороге к другу шелковисто шел гул машины, а сердце Андрея билось все быстрее и быстрее. Максим уже ждал на крыльце с ветеринарным чемоданом. Он сразу же начал действовать на кухонном столе, превращая его в импровизированный операционный стол, аккуратно извлекая инструменты. Андрей наблюдал и чувствовал себя абсолютно беспомощным, будто потерял часть себя. Но он знал, что должен держаться, чтобы не дать Люсе уйти. Максим устанавливал катетер, подключал инфузию и вводил обезболивающее. Он говорил, что нужна госпитальная операция, но до ее начала оставалось еще много времени. Нужно было поддержать Люсю и дождаться утра. Прощание Андрея с Люсей было полным обещаний. Он поцеловал ее в макушку и шепнул, что вернется. Его голос и прикосновения стали ее оплотом против тьмы. Люся знала, что должна бороться. Она не сдавалась, она держалась за жизнь, за дом, за человека, который стал ее домом. Утро наступило позже, чем планировал. Андрей возвращался домой и узнавал, что грабители задержаны.
Максим сообщил, что состояние Люси стабилизировалось. Их путь привел в лучшую ветклинику, где хирург Ирина Владимировна приняла удар и приняла в работу сердце, нерв и тело Люси. Операция длилась недолго, но для них обоих казалась бесконечной. Ветеринарная медицина стала для них песней боли и надежды. Легла на столе селезенка, удалили ее, и 3 ребра были зафиксированы. Ирина Владимировна назвала Люсю настоящим бойцом. После операции Люсю поместили в бокс интенсивной терапии. В боксе царила стерильная тишина, нарушаемая только звуками приборов. Она была перебинтована, подключена к капельницам, и ее состояние было критическим. Андрей не уходил. Он сидел в соседнем помещении и через прозрачную перегородку следил за Люсей, и каждый ее звук шел в его сердце как сигнал к действию. Максим вместе с Андреем часто приносил ей еду, одежду, поддерживал друга и помогал не терять силы. Он говорил Андрею, что Люся выкарабкается потому, что ее характер не сломать. Вскоре Люся пошевелилась, открыла глаза на вторые сутки. Взгляд ее искал Андрея, и, найдя, она рассказала в своем взгляде больше слов, чем могли бы произнести любые языки. Хвост еле заметно дернулся, и это стало для Андрея самым важным моментом. После критических суток врачи приняли решение об операции повторной необходимости, чтобы спасти ее и дать ей шанс на жизнь. Сейчас Люся восстанавливалась, и Андрей оставался рядом, рассказывая ей о доме, о его улицах, о его мечтах. Через неделю Люся уже могла осторожно вставать, а ее глаза снова загорелись прежним огнем. Спустя 10 дней ее выписали из клиники. Ее рана заживала хорошо, перевязки сняли, и дом, который они вернули после беды, стал место, где ее свет снова зажегся. Вернувшись домой вместе с Андреем, Люся нашла в доме не разрушенную душу, а новый уголок с ортопедическим диваном и чистой постелью. Соседи и друзья навещали их, рассказывая, какие герои они стали, и как эта пара нашла не просто общий путь, а цель, смысл жизни друг в друге. Они вместе так медленно начали выстраивать новую жизнь. Ночами Андрей и Люся спали рядом, чувствуя себя как семья, хотя их связь была еще новым понятием, которое они учили каждый день. Сейчас, сидя рядом ночью, Андрей признается ей, что Люся вернула ему жизнь. Она ответила своим теплым взглядом и легким повиливанием хвоста. Он рассказал, что он когда-то искал простую дружбу, но получил целое сердце. Ее ответ был тем голосом, который он слышал в ее взгляде. Он понял. Они стали друг для друга не просто спутниками. Они стали семьей. Люся, в свою очередь, не сомневалась. Она ждала его 2 года и была готова отдать свою жизнь, чтобы защитить его. Для нее это не звучало слишком смелым. Это было разумным и грациозным выбором. Они нашли свой дом, не просто место, где пахнет чистотой и спокойствием, а место, где каждый миг – это шанс жить и защищать друг друга. Вечером, когда город погружался в сон, они лежали вместе на диване, а Андрей рассказывал ей истории о своих дорогах и о тех местах, где он когда-то думал, что быть сильным невозможно. Люся слушала и понимала, что ее жизнь стала частью этой истории. И вот они спят вместе, не побежденные, не сломанные, а единые. Они нашли семью, которую нужно хранить и оберегать. И они знают, что будут защищать друг друга до конца жизни. Их путь не был легким и не обещал мгновенного счастья. Но любовь, которая связывает их, она самая настоящая и прочная.
Люся не мечтала о большем, чем быть рядом с тем, кто стал для нее домом. Андрей в ответ нашел в ней то, что заставило его жить заново. И если ночь и утро – это начало и конец их дня, то для них это начало и конец одного великого пути. Путь к дому, к миру, к жизни, которую они несут, которую они создают. Вместе.